Дорогие друзья, давайте сделаем с вами общий расклад на такую тему «Будем ли мы вместе?». Загадывайте человека, выбирайте одну из трех позиций, первая, вторая, третья. И сейчас мы с вами посмотрим. Итак, единички. Будете ли вы вместе? Вы знаете, здесь да, здесь будете вместе, но человек такой достаточно упрямый, да, здесь император, ему важно сохранить свои интересы, свои позиции, ему важно, чтобы была принята его точка зрения, ему важно, чтобы все было так, как нужно ему. Давайте посмотрим, что между вами сейчас. Смотрите, здесь либо вы своего супруга загадали, либо кто-то из вас не свободен в отношениях, да, и здесь могут отыграться такие рабочие отношения, да, здесь либо вы работаете вместе, либо ситуация такая доктор-пациент, да, клиент и тот, кто оказывает какую-то услугу, то есть деловые отношения. И ваше общение вам достаточно много удовольствия приносит, как вам, так и партнеру вашему. Что еще между вами сейчас? Знаете, но здесь, несмотря на то, что удовольствие, здесь очень медленно все между вами развивается. И, возможно, большая часть общения проходит по переписке. Да, здесь, скорее всего, кто-то из вас не свободен. И смотрите, император, императрица, да, то есть и плюс еще и иерофант, это карты, которые указывают на наличие законного брака. Давайте, что будет в перспективе. Здесь чувства, эмоции, попытки уйти от этих чувств. Здесь, скорее всего, непростые такие отношения, которые, да, развиваются медленно, вроде бы и удовольствие вам приносят, но из-за того, что есть третьи лица, из-за того, что кто-то не свободен, здесь не всегда есть возможность реализовать свои цели, планы, желания. Но между вами страсть, между вами сильное притяжение и желание развивать эти отношения есть. Поэтому, смотрите, здесь будут они достаточно такими противоречивыми. С одной стороны, страсть, эмоции, чувства. С другой стороны, та боль, те ограничения, которые они вам доставляют. Но развитие, тем не менее, есть. Развитие есть, просто вы не знаете, не всегда знаете, как поступить в этой ситуации, не всегда знаете, куда вырулить. И к чему они приведут, эти ваши отношения? Смотрите, рано или поздно здесь что-то разрушится. Здесь отношения будут продолжаться, но они будут продолжаться в тайном формате. И для того, чтобы здесь, скорее всего, вот те отношения, которые вы загадали, они будут длиться, но потом случится какое-то вот непредвиденное такое событие, либо правда вся откроется, да, либо ваши супруги узнают об этом, да, либо вот окружающие люди узнают о вашей тайной связи, и, соответственно, здесь нужно будет принимать решение, но здесь, скорее всего, разрушатся вот эти вот тайные отношения, семья здесь сохранится, потому что карта императора – это карта законного супруга, это тот, кто вот именно в законном браке. Если мужчина в законном браке, то он также в законном браке остается, хотя ваши отношения еще будут продолжаться достаточно такой длительный период. Если же вы в законном браке, то вы остаетесь при своем супруге. Какой здесь совет дают вам карты? Проявляйте чувства. Эти отношения даны вам для того, чтобы раскрыть вашу женственность, раскрыть вашу эмоциональность. И здесь, да, здесь нужно будет делать выбор. Здесь на какой-то момент, возможно, ваши отношения с супругом, либо вот отношения загаданного человека с его половинкой, они подугасли, подутихли. И отношения с вами, отношения с этим человеком вам даны для того, чтобы вот почерпнуть вот эту вот глубину эмоций, для того, чтобы насытиться вот этими чувствами, для того, чтобы, ну да,
пойти окунуться в океан эмоций и больше, после этого больше начать ценить стабильность, больше ценить то, что у вас есть. Но здесь будут перемены, здесь именно будут перемены. Они случатся не по вашей воле, да, здесь вот вмешаются какие-то обстоятельства, и вам предстоит делать выбор. Вам предстоит делать выбор в пользу, еще раз повторюсь, скорее всего, в пользу своих стабильных отношений вы его сделаете. Но если, смотрите, если вы не в браке, а женат человек, которого вы загадали, вы здесь одна не останетесь. Потому что после расставания с загаданным человеком здесь к вам тут же идет, вот он, король кубков, мужчина с чувствами. Поэтому здесь, как ни крути, здесь вы, причем этот мужчина может быть из прошлого, либо может быть вашим начальником. Что советуют карты еще раз? Наслаждайтесь, взаимодействуйте. До тех пор, пока вам эти отношения приносят удовольствие, приносят радость, вы можете ими наслаждаться. Но будьте внимательны, будьте начеку для того, чтобы ваши интересы здесь не были затронуты, чтобы ваша стабильность здесь не пострадала. Здесь действительно есть за что побороться, поэтому наслаждайтесь. Но умейте сделать правильный выбор, когда настанет время его осуществлять. Благодарю вас, единички. Жду обратной связи в комментариях, как у кого отыгралось, как у кого отозвалось. Идем ко второй позиции. Будете ли вы вместе? Здесь неопределенная ситуация. Смотрите, если вы достаточно длительный период с человеком в отношениях, то здесь возможен выход на новый уровень, новый виток, как будто бы, знаете, начало с чистого листа. У кого-то даже рождение детей может отыграться. Это вот у тех, у кого достаточно долгий период уже продолжаются отношения. Возможно, сейчас пауза. Итак, что сейчас между вами? Вы знаете, здесь может быть такая ситуация, когда вы пока стоите на месте. И здесь мужчина ждет того, чтобы его материальное положение наладилось. Здесь могут быть какие-то финансовые вопросы, может быть налаживание финансовой стабильности для того, чтобы двигаться вперед, потому что здесь шансы на развитие есть. Здесь действительно есть потенциал. Сейчас, да, сейчас может быть пауза, но эта пауза обусловлена какими-то внешними трудностями, какой-то внешней борьбой. И вот эти внешние обстоятельства, они, знаете, накладывают отпечаток на ваши отношения. То есть они вас эмоционально истощили, они вас эмоционально вымотали. И вы как будто бы вне ресурса сейчас. Вы не знаете, как дальше быть, как дальше двигаться. Но терять друг друга вы не хотите. Здесь есть действительно ограничения, скорее всего, финансовые. Есть обстоятельства, которые не дают вам дальше двигаться. Но ставить точку здесь никто не собирается. Да, здесь будут перемены. Скорее всего, здесь придет помощь со стороны. Здесь обязательно будет ситуация улучшаться. Здесь будут перемены в лучшую сторону. Будет помощь. Причем здесь помощь может быть от третьих лиц. Здесь либо вы протянете руку своему мужчине, да, для того, чтобы финансово каким-то образом ему помочь. Здесь даже может быть не финансовая помощь, а вот именно эмоциональная такая поддержка, духовная подпитка. Вы найдете в себе силы, чтобы ему помочь. Будут, конечно, здесь траты, но вы их преодолеете. Здесь больше, знаете, здесь больше страхов и каких-то сомнений. Но упорная работа, вот именно борьба, труд, какое-то... Здесь, знаете, может еще быть такое, что мужчина уехал либо по работе куда-то, либо из-за того, что он работает где-то далеко. Из-за этого может быть с вами дистанция, расстояние, из-за этого можете сейчас находиться в паузе. Вот именно не по поводу того, что есть третьи лица, здесь третьих лиц нет. Здесь вот именно из-за материальной нестабильности, но здесь будет налаживание. Что у вас на перспективу?
Это какие-то уроки, которые вы проходите. Это, знаете, как закалка ваших отношений. Здесь неопределенный период рушится. Здесь вот эта неопределенность, которая есть между вами, будет разрушена. Здесь тяжелому периоду придет конец. Да, императрица, император, прекрасные карты. Но здесь вас брак ждет, все верно. И карта солнышко. Даже смотреть ничего не буду больше. Совет карт сейчас спрошу. Смотрите, здесь вас ждет счастливая семья. Вот те трудности финансовые, которые вам даны сейчас, они нужны лишь для того, чтобы показать, насколько сильно вы нужны друг другу. Вам нужно уметь их преодолеть, потому что вы их преодолеете. Здесь нужно просто вот вложиться, вкладываться, да, вам вдохновить своего мужчину, а ему нужно вот именно достойно справиться с ролью мужчины. И здесь, посмотрите, император, императрица, карта солнца, это карта семьи, карта рождения детей. Здесь будете обязательно вместе, здесь будет семья. Совет. Вам нужно принять решение. Да, король, королева мечей. Но вам обоим нужно принять решение. Опять вы парой выходите. Королева жезлов. И посмотрите, здесь женщина должна быть генератором вот этих вот идей. Женщина должна зажигать вот этот вот огонь, который горит между вами, для того, чтобы вот те чувства, которые есть, то желание, которое есть между вами, чтобы оно не погасло. Да, вам нужно как женщине, как мудрой такой... мудрой женщине сделать правильный выбор. Страхи уберите. Если вдруг у вас есть какие-то сомнения, не показывайте партнеру. Верьте в него. Верьте, чтобы он чувствовал вашу уверенность. Здесь где-то хитростью, где-то мудростью нужно суметь защитить ваши отношения. Здесь нужно уметь сделать правильный выбор. Да, отсекайте все ненужное, и все у вас будет обязательно хорошо. Благодарю вас, двоечки. Жду также обратной связи в комментариях. Переходим с вами к третьей позиции. Будете ли вы вместе? Смотрите, если мужчина загадывает женщину, то здесь ответ «да». Здесь очень многое зависит от женщины. Ситуация неопределенная. Может быть цикличность в отношениях. Можете ждать решения от женщины. Да? Могут быть тайные отношения. И здесь женщина должна выйти из каких-то, может быть, предыдущих отношений. Но здесь, если про женщину речь идет, то да. Вместе вы будете. Если про мужчину, то давайте смотреть. Возможно, он ждет решения какой-то своей там бывшей пассии. Что между вами сейчас? Очень все медленно, но очень все перспективно. Будут обязательно перемены, но даже вот это медленное развитие, даже вот это вот состояние неопределенности, может быть, тайных каких-то отношений, оно приносит вам удовольствие, да, то есть здесь вы настолько эмоционально вовлечены друг в друга, здесь вы настолько эмоционально зависимы друг от друга, что вы получаете удовольствие от того, что происходит. Да, возможно, кому-то придется сделать выбор, уйти от стабильных отношений, сделать выбор в пользу тех отношений, которые вы загадали. Здесь, опять же, карта шут, дурак. Это вот новое начало, обновление, обнуление. Что еще между вами? Король кубков. Мужчина с чувствами, король жезлов. Здесь два мужчины, скорее всего. И королева мечей. Ну да, решение принимает женщина. Здесь, скорее всего, двое мужчин, и решение будет принимать женщина. Что здесь на перспективу? Какое-то время все еще будет в состоянии полусна. Но вот этот вот период полусна, да, полудремы, период стагнации, он завершится. Здесь женщина сделает выбор. Здесь женщина сделает выбор. Какой? Она делает выбор в пользу семьи. В пользу семьи, в пользу любви. Смотрите. У кого все свободны, здесь у вас может сложиться семья. Женщина отпустит все вот эти предыдущие связи, это те, у кого нет законных браков, да, ни у вас, ни у партнера. Женщина примет верное решение в пользу вашего союза.
Причем здесь будет такая какая-то, опять же, по пустой карте неопределенная ситуация. С чем она связана? Давайте посмотрим. Императрица. Но здесь она пойдет на поводу своих желаний. Если кто-то замужний, да, если кто-то женатый замужний, то женщина делает выбор в пользу своей семьи. Женщина делает выбор в пользу законного брака, в пользу любви, в пользу семейных отношений. Да, здесь именно женщина принимает решение. Решение дается непросто. Решение дается достаточно сложно, но это решение взвешенное. Какой вам совет в загаданной ситуации? Разрушение. Уходите. Как следует все взвешивайте. Здесь карта отшельника, карта мудрости. Смотрите, если вы чувствуете, что это отношения, те, которые вас тормозят, если это отношения, которые нужно разрушить, здесь разрушайте, принимайте правильное решение и выходите из них. У вас будет движение вперед. Что будет, если вы эти отношения разрушите и пойдете вперед? Что вас ожидает? В какой-то момент вы будете чувствовать себя, вот вы знаете, просто не в своей тарелке. Будете в состоянии апатии. Вам будет казаться, что все дороги закрыты. Вам будет казаться, что вы совершенно не понимаете, что вам делать, куда двигаться, куда стремиться. Но смотрите, будучи вот именно мудрым отшельником, ища и находя ответы внутри себя, здесь вы их найдете. Плюс здесь может прийти какая-то помощь, совершенно такая неожиданная. И у вас, знаете, откроется как будто бы второе дыхание. Здесь через трудности вы войдете в новое начало. Но здесь нужно будет чем-то пожертвовать. Вот, скорее всего, вот этими отношениями, которые вас тяготят. Здесь тайные отношения, смотрите, вот неопределенные тайные отношения, вот у тех, кто семейный, да, вот они должны быть разрушены. Здесь отыграются, здесь сбудутся, да, вот вместе останутся только те отношения, где люди свободны. Потому что вот именно тайным, именно таким вот скрытным отношениям, да, которые сторонние, им здесь не место. Иначе вы теряете свое финансовое благополучие и свой эмоциональный комфорт. Но здесь вы все равно, вы обретаете силу, вы, знаете, как птица Феникс, из пепла возрождаетесь, и вы будете за свое мудрое решение вознаграждены. Здесь у вас через эти отношения идет такой очень сильный, очень капитальный карьерный, духовный рост, поэтому не бойтесь. Еще раз повторюсь, для тех, у кого отношения свободные, да, никто не в браке, здесь они имеют право на существование, здесь они будут, но здесь решение будет принимать женщина. Те, кто в браке, вот загаданные отношения следует разрушить, потому что здесь рано или поздно все то, что вне семьи, будет разрушено. Здесь все-таки в приоритете будет семья. Благодарю вас, троечки. Жду от вас также обратной связи в комментариях. Благодарю всех за просмотр и до новых встреч!